Периодически у нас спрашивают, почему же мы все-таки уехали из Польши в Испанию. Когда мы переезжали в Польшу, у нас вообще даже не было мысли, что мы потом дальше куда-то поедем жить. Но спустя 4 года в Польше мы поняли, что мы хотим оттуда уехать. И я решила эти причины назвать в отдельном видео. Первое — это окружение. Были случаи, когда ты идешь, просто гуляешь с собакой, слышишь, как двое людей взрослых обсуждают украинцев, какие они плохие. Или когда ты идешь, гуляешь с друзьями, а тебе в спину кричат также неприятные вещи. И я честно считаю, если я иду со своим другом белорусом, к примеру, да, разговариваю на русском языке, то это не значит, что, находясь в Польше, я должна с ним разговаривать по-польски. Я выберу тот язык, на котором мы с человеком можем максимально друг друга понять. Вот так. То есть, если это будет українець, то я спробую розмовляти українською мовою з ним. Каких-либо предпосылок, что что-то будет лучше, мы их не видим. И вот это вот окружение, оно постоянно на тебя давит, и мы обдумывали это, и были такие мысли. Вот смотри, мы с такими ситуациями сталкиваемся сейчас. И мы решили, что это вот одна из причин, по которой стоит рассмотреть переезд в другую страну. Когда каких-то причин накапливается много, то ты грубо говоря, их сортируешь. Но вот с этим я могу что-то сделать и могу смириться, да, с вот этой причиной, к примеру, нехватка солнца. А с вот этой причиной отношения ко мне или к моим детям, или к моему мужу, друзьям, ты не можешь смириться, и ты принимаешь какое-то решение. Точнее, даже это влияет на твое решение, да? Скажем так, это вот для дальнейшего такого понимания, наверное, о чем я хотела сказать. Польша на самом деле классная страна, но возможно, когда ты коренной поляк, тогда она супер классная, я не знаю. Вторая причина — это ипотека в Польше. Я уже рассказывала, что когда мы ее брали, у нас был платеж 2000 злотых. Когда началась полномасштабная война, платеж дошел уже до 4000. Он трошки снизился до 300, 3400, что-то такое. Но все равно это нестабильно, скажем так. Так, и ипотека очень сильно, мы хотели очень от нее избавиться, бо это большой груз. Ипотека — это твоя возможная депрессия. Когда ты берешь, ты еще не сильно осознаешь, как ты будешь к этому относиться. Ты не знаешь, что будет через 5 лет, 2 года, взагалі не знаешь, что будет завтра. И все может очень сильно поменяться в любой момент. Причем я считаю, что есть большая разница в том, как ты себя даже чувствуешь, когда ты взял ипотеку, ты гражданин этой страны или не гражданин этой страны. Это тоже очень сильно влияет. И плюс, когда ты не знаешь еще, когда идет война, и ты не знаешь, что будет завтра. Честно, это, жопа просто. Вот так вот могу сказать. Когда мы узнали про регион, в котором мы живем, в Испании, поняли, что тут мы сможем позволить себе купить квартиру и на ближайшие сколько-то лет не думать о каких-либо дальнейших таких вложений, переездах. Это что-то такое. Иметь жилье в Испании и не иметь ипотеки, мне кажется, довольно-таки классно. Следующее — это природа и климат. Мы в Польше жили в Поморском воеводстве. У нас реально было мало солнышка, причем на лето я взагалі не жалуюсь. Лето классное. С июня по примерно конец сентября, бывало по-разному. Погода отличная. Но остальное время, это полгода, может быть, плюс-минус, серо, пасмурно и без солнышка. Мало, очень мало солнышка. И даже зимой оно мало греет. И, в общем, нам этот климат как-то не очень-то стал нравиться. Плюс у нас у двоих появилась аллергия на холод. Возможно, вы знаете, что это такое, когда руки супер сухие. Это может быть и лицо супер сухое. В принципе, все, что находится у вас голым на свежем воздухе, супер сухое становится, может даже чесаться. В общем, это очень неприятное ощущение.
и тебе нужно постоянно ходить в перчатках или там завязанным, перевязанным, что тоже не прикольно. И климат сыграл также одну из решающих как бы таких ролей, потому что мы выбирали место, которое будет не супер жаркое, потому что летом в Испании, например, там на юге очень-очень жарко, да, и зима, чтобы была как бы более-менее нормальная. И вот мы пришли к этому региону таким образом. Также мы как бы сравнивали наличие моря или океана или что-то такое. И вот тут, если сравнивать с Польшей, в Польше у нас была Балтика. Даже если сказать, что у них пусть будет одинаковая температура у океана и у Балтики, то в теплое время Балтика очень быстро становится черной и вонючей. И очень часто нужно было искать место, чтобы нормально искупаться, чтобы не было вот этих водорослей. И это была прям беда, бедущая такая. Нам это очень не нравилось. В итоге, ну, как бы мы поняли, что в Польском море ловить нечего. И погода и климат сыграли тоже такую как бы большую роль. На данном этапе мы можем в рамках одной страны поехать и на теплое море, и в горы, и океан, и как бы в принципе вроде бы все и есть. А следующая причина, это как бы не было причиной, я просто по факту, когда переехала, это поняла. Когда мы жили в Польше, ну, у меня было такое, что мне не хватает свежей какой-то рыбы, там, морепродуктов периодически хотелось каких-то съесть. Как-то разнообразить, да. И этого было очень мало, а тут этого просто очень много. Это, как бы, у меня есть, например, такая идея попробовать все виды рыбы, которые тут есть, там, в течение, я не знаю, 5 лет. И те же вкус овощей другой, вкус фруктов другой, и вкуснее как-то, свежее более. В общем, это не было причиной переезда, но в итоге это стало большим плюсом после переезда. Это как бы мне нравится.